Друзья, всем привет! Во все времена, во всех странах совершались преступления. Именно поэтому люди решили строить для опасных преступников специальные учреждения. Сегодня в разных странах работают миллионы тюрем, которые сильно отличаются друг от друга. В некоторых европейских и американских тюрьмах можно почувствовать себя как на отдыхе. Там заключенные имеют отдельную комнату с дверью и окном, а не решетку с бетонным полом. Занимаются спортом, творчеством, обретают новые профессии и знания. Другие же тюрьмы настолько опасны, что даже самым страшным преступникам там живется просто невыносимо. Сейчас речь пойдет именно о таких тюрьмах. Встречайте топ-10 самых страшных тюрем в мире. Поехали! Австралия. Мельбурнская тюрьма. Это здание для заключенных построили еще в 1839 году. Изначально планировалось сделать эту тюрьму с паровым отоплением, особой системой контроля и вентиляции. Но все эти идеи так и остались идеями, ведь заключенные ютились в темницах без отопления и окон. В 1852 году был построен отдельный блок для женщин. До этого все заключенные обитали в одном здании. Женщины-преступницы попадали сюда за особо тяжкие преступления того времени. Незаконные аборты, которые привели к смерти многих женщин, нелегальная деятельность нянь, которым родители отдавали детей на время, а сами уезжали на заработки. Дети в таких условиях часто погибали. Так, в 1863 году казнили одну такую няню, по вине которой погибло 3 маленьких детей. Казнь Фрэнсис Кнор стала первым случаем в штате Виктория, когда была казнена женщина. В этой тюрьме всего казнили 139 людей. Некоторые из заключенных, не дожидаясь казни, кончали жизнь самоубийством. Так, в 1866 году покончила с жизнью одна заключенная, призрак которой надзиратели могли наблюдать по ночам. Сегодня из этой тюрьмы сделали музей, где на стенах камер посетители могут увидеть следы ногтей заключенных. В начале 2000-х годов английские ученые решили проверить слухи о призраке этой тюрьмы. В своем расследовании они использовали специальные приборы, которые показали максимальные электромагнитные изменения как раз в день самоубийства той самой заключенной. Ученые даже сделали запись на микрофон, где слышен голос женщины. Россия. Черный дельфин. Черный дельфин – исправительная колония для самых опасных преступников России. Здесь проводят свои последние дни маньяки, людоеды, террористы. Заключенные здесь круглосуточно находятся под видеонаблюдением и спят при свете. Когда преступник покидает камеру, его обязательно сопровождает конвой и кинолог с собакой. Заключенным всегда завязывают глаза вне камеры и сковывают руки за спиной. Даже когда они гуляют, руки заключенных все еще скованы. Именно благодаря таким методам из этой тюрьмы еще никто не смог сбежать. Камеры в этой колонии не больше 5 квадратных метров. К окну и дверям заключенный подойти не может, его отделяет стальная решетка. Получается подобие клетки в клетке. Название «Черный дельфин» тюрьма получила благодаря скульптуре, которая находится перед колонией и представляет собой фонтан. Эту скульптуру по своей инициативе изготовили заключенные и покрасили в черный цвет. Таиланд. Тюрьма Бан Кванг. Тюрьма, находящаяся в Бангкоке, среди местных жителей носит название «Большой тигр». Здесь находятся заключенные, получившие пожизненное заключение или ожидающие смертной казни. В этой тюрьме часто практикуют пытки, а преступники находятся в крошечных камерах по 20-25 человек в одной. Заключенные ходят в железных кандалах на ногах. Заключенных кормят всего 1 раз в сутки. Остальное питание можно купить, если родственники передадут деньги. Естественно, в таких антисанитарных условиях в переполненных камерах заключенные часто болеют малярией, дифтерией, холерой и другими заболеваниями. Должной медицинской помощи здесь никто не получает. Венесуэла. Тюрьма Ла-Сабонета. Трудно себе представить здание, рассчитанное на 700 заключенных, где на самом деле содержится под стражей около 4000 преступников, а на 150 заключенных всего 1 надзиратель. В этой тюрьме полная антисанитария. Вместо душа ведра с водой, мусорные пакеты вместо туалета. Питьевая вода полна инфекций и бактерий. В колонии процветает насилие. Смерть заключенного здесь обыденное дело. Преступники спят в гамаках в камерах, коридорах и даже на крыше тюрьмы. И лишь лидеры преступных группировок, у которых есть деньги, имеют отдельную камеру и медицинское обслуживание. Колумбия.
Ла-Модело. Жуткая колония в Колумбии, где все заключенные по своим политическим взглядам делятся на правых и левых. Здесь постоянно идет борьба между заключенными, которые легко могут добыть в тюрьме любое оружие. Смерть заключенных в Ла-Модело вполне обычное явление. Так, весной в 2000 году здесь погибли сразу 25 заключенных. Руанда. Тюрьма Муханга. В это трудно поверить, но в этой колонии находится порядка 7 тысяч преступников. Хотя рассчитана она была всего на 400. В Руанде из-за геноцида погибло более 500 000 человек, поэтому содержание заключенных государство особо не интересует. Многие заключенные проводят стоя в камерах целый день. Большинство даже спит стоя из-за нехватки места. Здесь настолько превышено число заключенных, что некоторые умирают от удушья, а другие от разных болезней, вызванных антисанитарией и полным отсутствием медицины. Заключенные ходят в туалет прямо в камере, где пол полностью покрыт нечистотами. Из-за этого ноги преступников страдают от инфекций. Конечно же, лечить заключенных здесь никто не будет, им просто ампутируют пальцы либо ступни. США. ADX Флоренс. Исправительная колония строгого режима, по словам ее бывшего начальника, считается более чистой версией ада. Это тюрьма для особо опасных преступников, которые все время находятся в одиночных камерах размером 2 на 4 метра. Всего лишь 1 час выделяется преступникам в другом помещении, где можно заняться спортом или просто походить. Все предметы в таких камерах сделаны из бетона. Стул, стол и койка. В камере есть раковина и туалет. Некоторых заключенных за примерное поведение могут перевести в улучшенную камеру с радио и телевизором. США. Гуантанамо. В этой страшной колонии долгое время делали вид, что здесь соблюдаются все права человека. Но все тайное становится явным, поэтому, когда вскрылись все зверства, происходящие в колонии, общественность была в шоке. В этой тюрьме находятся заключенные, которые подлежат суду специальной военной комиссии. Большинству из заключенных вообще не предъявляли никаких официальных обвинений. К слову, многие из находящихся в этой колонии мусульмане. По их словам, к ним применялись различного рода пытки, имитация утопления, избиение, прослушивание музыки максимально громко, лишение сна на долгое время. Сирия. Тадморская тюрьма. Тадморская тюрьма считается по праву одной из худших в мире. Находится она посреди пустыни. Изначально она была предназначена для военных преступников. После того, как в 1980 году мусульманская организация попыталась убить сирийского президента, его брат приказал убить всех заключенных в Тадморской тюрьме. Так было убито, по разным подсчетам, от 800 до 2000 человек. После этого тюрьма стала не только колонией для военных. Под стражей здесь находились и политические заключенные, и уголовники, которые нередко умирали от пыток. Чтобы выбить признание, заключенных били кнутами, металлическими трубами, досками, накачивали наркотиками или надевали пакеты на голову и избивали. В этой колонии даже был специальный двор для трупов заключенных. Некоторые из заключенных пытались создать группировку, чтобы противостоять жестокости и безнаказанности надзирателей. Но все их попытки пресекли. Здесь находились дезертиры, особо опасные преступники, бывшие военные. Часто между заключенными происходили стычки, которые заканчивались трагично. 5 лет, проведенных в этой тюрьме, сирийский поэт описал как королевство безумия и смерти. Лишь в 2015 году эта колония была уничтожена. Северная Корея. Лагерь 22. В Северной Корее существует более 30 концентрационных лагерей, где находятся заключенные, которые отбывают пожизненный срок за критику государства. Это просто шокирует, ведь это не убийцы, не маньяки, не террористы. В лагере 22 под стражей находится около 50 тысяч заключенных. Особенно поражают условия в этой тюрьме. Они настолько ужасны, насколько было возможно их сделать. Все заключенные здесь по большому счету являются рабами Северной Кореи. Они работают на государство в тяжелых условиях и над ними проводят опыты. Так, из доклада ООН, который был посвящен защите прав человека в Северной Корее, эти лагеря сравнимы с концлагерями фашистской Германии времен Второй мировой войны. По данным на сегодняшний день, этот лагерь был закрыт. Когда лагерь работал по периметру, он был окружен забором с электрическим током и колючей проволокой. Здесь вплоть до 90-х годов каждую неделю устраивали публичные казни. После этого казни были перенесены в секретные
туалетное место, чтобы избежать беспорядков. Заключенные лагеря постоянно недоедали, их практически не кормили. Здесь умирало от голода около 2000 детей каждый год. В лагере существовал карцер, после которого заключенные становились калеками и долго не жили. Это был настоящий ад для заключенных. В мире во все времена встречалась жестокость во всех ее проявлениях. Есть люди, осужденные несправедливо или за свои политические взгляды, которые живут в нечеловеческих условиях. Какая тюрьма из нашего списка поразила вас больше всего? Делитесь в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У нас много интересного. До новых встреч на канале Фактограф.